Волчица не смогла спасти своего детеныша. Он тонул, и казалось, что это конец, но тот, кто пришел на помощь, вас удивит. Глухой, отчаянный крик нарушил тишину. Глеб остановился. В этом звуке чувствовались паника и мольба о помощи. Он направился на звук и вскоре оказался у затопленной поляны, где маленький волчонок из последних сил барахтался в мутной воде. Но еще страшнее было другое. Неподалеку волчица, его мать, была прикована цепью к дереву и в отчаянии пыталась вырваться, наблюдая, как ее детеныш тонет. Времени не оставалось. Осознавая риск, Глеб шагнул в ледяную воду, тихо успокаивая малыша, и в последний момент вытащил его на берег. Прижав дрожащее тело к себе, он понял, что мать все еще в ловушке. Ее взгляд не отрывался от детеныша. В нем смешались страх, боль и бессилие. И вдруг послышался хруст веток. Вернулись браконьеры. Двое мужчин с ружьями спокойно обсуждали, сколько стоит шкура волчицы, словно речь шла не о живом существе, а о добыче. Глеб спрятал волчонка в густых кустах и затаился, стараясь не издать ни звука. Его сердце билось так громко, что ему казалось, его могут услышать. Выждав подходящий момент, он отвлек их, бросив камень в сторону, затем схватил инструмент и, когда они обернулись, вышел прямо к ним. «Уходите, немедленно!» Они усмехнулись, уверенные в своем превосходстве, но Глеб не отступил. Рейнджеры уже близко. «Хотите рискнуть?» Короткая пауза показалась вечностью. Взгляды, напряжение, сомнения, в итоге браконьеры отступили, не желая проверять его слова. Когда лес снова затих, Глеб почувствовал, как напряжение постепенно отпускает его. Он подошел к волчице и осторожно освободил ее от цепи. Металл с глухим звоном упал на землю. На мгновение все замерло. Затем она резко сорвалась с места и бросилась к своему детенышу. Тот, едва держась на лапах, побежал ей навстречу. Их тихое воссоединение, прикосновения, приглушенные звуки оказалось сильнее любых слов. Глеб стоял в стороне, не вмешиваясь, понимая, что стал свидетелем по-настоящему важного момента. Казалось, на этом все завершилось, и эта история исчезнет в памяти леса. Однако спустя несколько месяцев, во время очередного обхода, Глеб вновь заметил следы браконьеров. Он осторожно приблизился, но случайный звук выдал его. На этот раз удача отвернулась от него. Его схватили, связали и, утащив глубже в лес, собирались расправиться с ним. Их голоса звучали холодно и уверенно. И в тот момент, когда казалось, что выхода нет, лес снова отозвался. Из глубины раздался знакомый мощный рык. Волчица вернулась. Она появилась внезапно, словно тень, и стремительно бросилась вперед. Браконьеры, не ожидавшие этого, в панике отступили и вскоре скрылись среди деревьев. Все произошло за считанные секунды. Волчица подошла к Глебу, внимательно посмотрела на него и, поняв ситуацию, помогла разорвать веревки. Освободившись, он медленно поднялся. Их взгляды встретились, и в этот момент слова были не нужны. Это было нечто большее, чем благодарность. Это было взаимопонимание. Волчица еще некоторое время стояла неподвижно, затем развернулась и исчезла в лесу так же тихо, как появилась. А Глеб еще долго смотрел ей вслед, осознавая, что иногда одно решение способно изменить сразу несколько жизней и вернуться тогда, когда этого меньше всего ожидаешь.